так называемый мошенник считается личностью абсолютно аморальной и беспринципной. Но давайте посмотрим трезво. Разве он несет ответственность за то, что жертва сама осознанно с ним взаимодействует? Блядь, Хаманов опять там что-то рисует. Художник недоделанный. Никто ведь не тянет их за руку, а факт обмана, если приглядеться, всегда очевиден. Именно поэтому я выступаю за декриминализацию статьи о мошенничестве, ведь так называемый мошенник не несет ответственности за простую человеческую недалекость. Итак, ребята, поговорим с вами о вашей домашней контрольной работе. Все справились, кроме пары человек. Особенно вы, товарищ Романов. Почему вы все время лезете на номер выше? Я был вынужден занизить вам оценку, однако работа и без того плохая. Поэтому 3 балла из 10. Простите, Дмитрий Аристархович, что вы имеете в виду под «на номер выше»? Товарищ Романов, вы что, сами не понимаете, что вы написали работу не по своему варианту? Зачем вы взяли вариант Расторгуева? Подождите, Дмитрий Аристархович, такого быть не может. Вы прислали нам список тем, каждую тему пронумеровали и привязали к определенному номеру студента. Ошибки быть не может, я числюсь как 28-й номер. Журнал хотя бы посмотри, осел. Тогда объясните мне, почему Дмитрий Аристархович прислал вам список пронумерованных тем и к каждому номеру привязал фамилии? Ошибка здесь не моя. Товарищ Романов, не пытайтесь меня даже переспорить. Ваша оценка – неуд. И вообще, что это вы там с тетрадью делаете? Нет, Дмитрий Аристархович, это не та тетрадь. Там не конспекты, там... Другое. Вы, товарищ Романов, сперва определитесь, где вы находитесь. У меня на семинаре или в художественной школе. И да, рисуете вы весьма посредственно. Ну что же, на этом я наш семинар предлагаю закончить. А вы, товарищ Романов, в следующий раз не ведите себя так глупо. Кстати, товарищ Романов, я слышал, у вас канал на YouTube есть. Может, вам это челленджами заняться? Я слышал, клоунам неплохо платят. Я подумаю над вашим предложением. Нормально успеваю. Привет. Здорово, Дима. Слушай, что-то мало нас как-то. Мы что, единственные, кто банановый экзамен завалили? А, кстати, да, у меня же с потока еще 2 человека должны были прийти. Да и с группы тоже. Где они? Слушай, а может все это, откупились? Кто его знает? Слушайте, ребята, почему Ананасова все бананом называют? Типа ананасов, бананасов, банан. Сечешь? Да, Димас, не парься, что его бананом называют. Ты лучше повторяй, а мы еще другую придумаем. Ну что ж, доброе утро, аудитория. Правда, утро сегодня доброе только для меня. Я надеюсь, что вы сегодня хорошо подготовились к пересдаче экзамена. У нас тут и Романов сидит. Надеюсь, Романов, вы тоже хорошо подготовились к пересдаче моего экзамена. Можете не сомневаться, Дементий Алексеевич, я готовился еще к самому экзамену. Но все же вы сидите здесь. Хорошо же вы подготовились. Да Димас просто сразу к пересдаче готовился. Зря вы, ребят, делаете вид, как будто бы я один ничего не сдал. Так, все, хватит пререкаться. Сейчас я раздам вам задачи, и экзамен начинается. Чтобы я у вас, кроме этих задач, ручки и листка, больше ничего не видел.
Если я вижу шпаргалку, то я ставлю не зачет, и мы с вами будем встречаться уже только на комиссии. Всем все ясно? Так, ну что, господа должники, время вышло, сдаем работы. Передаем, все, время вышло. Так, ну что, господа должники, сообщаю вам ваши оценки. Литинин 6, Васнецов 8. Работа Васнецова мне пока больше всего понравилась. А что касается вас, Романов, задержитесь, пожалуйста, у меня есть к вам разговор. Дмитрий Сергеевич, подойдите, пожалуйста, сюда. Вот все ушли, вот сюда, пожалуйста, садитесь. Смотрите, пожалуйста, сюда. И вот это вы называете готовились, сидели там, смеялись, надо мной, наверное, да? Это ж стыдоба какая-то, а не работа. Вот знаете, я в вашей работе не вижу совершенно никакой логики. Вы как какое-то типичное общество потребления. Экзамен вы мне завалили. Пересдачу вы мне тоже завалили. Мы теперь, видать, с вами на комиссии встретимся. Но, Дементий Алексеевич, как же это завалил? Я же во все вопросы внимательно вчитался. Вот посмотрите, вы мне перечеркнули вопрос об угоне транспорта, но ведь... Да, перечеркнул. А вот скажите мне, пожалуйста, Романов, а велосипед считается транспортным средством? Конечно же. А каким именно? Так, подождите, велосипед – это движимое имущество, а следовательно... Подождите, я не это имел в виду. Слушайте меня внимательно. Второй раз повторять не буду. Как квалифицировать угон велосипеда? Как кражу, конечно же. Ой, Романов, какой хороший ответ. Какой хороший ответ для человека, который пойдет второй раз на 4-й курс. Спасибо, Дмитрий Сергеевич, вы на сегодня свободны. У меня обед. Проклятие. Романов, ну вы что там копошитесь? Давайте быстрее. Ну, Романов, ну я жду, давайте быстрее. Мне на обед надо идти. Вы бы лучше так бы засиживались, когда мне экзамен сейчас сдавали. А еще лучше подготовьтесь и на комиссии будете так долго сидеть. Отец бы хоть дал. Ну, тому товарищу я поставил 3 с минусом, потому что плохо он подготовил конспект. Да. Вот такие дела. Ну пусть переделывает. Все, пока. Добрый день, Василий Рафович. Добрый день, Дима. Как у тебя успехи? Успел что-нибудь сдать? А, понятно. Опять ананасов завалил. Да, завалил. Присаживайся. Дружеский разговор сейчас будет кстати. Сколько тебе экзамен осталось сдать? Ну вот еще семинар по уголовно-процессуальному праву отработать. Я его проболел, а потом сессия. Я тебя понимаю, особенно учитывая характер Ананасова. Будет сдать нелегко. Ты вроде человек не глупый, один из лучших у меня в группе. Это потому, что вы преподаватель по английскому. Не сочтите за грубость. А при чем здесь это? Я сам по профессии юрист и сам проходил уголовное дело. Иначе я бы здесь не работал. Да и вы себя прекрасно зарекомендовали. Я с удовольствием вас слушаю на своих занятиях. Видно, Ананасову не нужны такие ученики. Но, Василий Ираклевич, одним только ананасовым дело не ограничивается. Вот, например, до пересдачи я сегодня был на семинаре у Дмитрия Аристарховича. Опять он меня каким-то клоуном сегодня выставил. Он ведет себя как ребенок. А уж про остальных я вообще молчу. И так с первого курса. Я буквально из кожи вон лезу, чтобы показать себя достойным студентом. Они ничего не ценят. Но вы же не во всех дисциплинах плаваете. Я уверен, что вы показываете хорошие результаты и в других. Например, у меня. Есть такое дело, но этого, к сожалению, меньше. Ладно, Дмитрий, не переживай. С вуза тебя не выгонят, если ты сам только не опустишься до уровня профана. Ты человек трудолюбивый. Я в тебя верю. Все будет хорошо. Ладно, хорошо.
Спасибо вам большое, Василий Ракович. Мне было приятно с вами поговорить. Кстати, Василий Ракович, раз уж встретились, вы не подбросите меня до речного вокзала? Мне было бы удобнее оттуда до дома добраться. At lunch, we will make your hand shake. Good evening, everyone. Johnny Goldman here, and you're listening to Atline FM, the first American radio station for the English-speaking Russians all across the Atlantic Ocean. Tonight, we're having a special guest, an actor, and a traveler, Corey Drew, and that's not the only time he's going to visit our studio. Corey, say hi to our friends. Thank you, Johnny. And hello, everybody. Glad to be here tonight. So, Corey, we've received some information about a Russian director making a superhero movie based on an American comic book. It's called The Faceless Warrior. That's something new to both the USA and to Russia. As a Hollywood actor, what do you personally think of this project? Thanks, Johnny. I loved The Warrior when I was a kid. It's an intriguing project for me. You know, I've watched a lot of Soviet movies based on American and British novels, and I dig them with all my heart. But what we're having here is something unique. I mean, it's just bang! You're working with The Faceless Warrior, a comic book from the United States, man. It's a risky and a brave move. I believe. I'm looking forward for the film, hoping it's gonna be great. Thanks, Corey. I've got your point, but I don't actually think it's really that risky. Personally, I believe this movie is going to be some kind of tribute, a sign of respect for each other's cultural aspects. And may it bond both of our nations for good, if that's going to be true. After all, the time of conflict and confrontation should finally become a thing of a past, shouldn't it? Привет, Сань. Не ожидал от тебя звонка в скайпе. Да, привет, Димас. Вот мне решили в награду, так сказать, дать попользоваться телефоном. Решил тебе позвонить. В награду, говоришь? Ты там что, на посту отряд спас? Ой, если бы. У нас сегодня просто, были занятия рукопашного боя, и нам устроили спарринг. Вот, и я сегодня вышел, значит, победителем. И мне, так сказать, дали возможность попользоваться телефоном, позвонить тебе, вот, и решил тебе позвонить. Нифига себе, у вас там законы в военлагере. Мне здесь тоже, знаешь, нелегко. Не поверишь. Да я тебя прекрасно понимаю, бро. У меня сейчас, считай, то же самое. Чё тебя там, преподы валят? Да как обычно. Их же хлебом не корми, дай только повод докопаться. А я еще думал, что это у меня в школе были проблемы. Все-таки жизнь меня учит ценить свое прошлое. Ой, Димас, мне здесь в военлагере тоже на мозги, ты знаешь, капают. Ведь надо как-то продержаться. Я все-таки столько сил, нервов и денег потратил. Ой, а я-то здесь сколько сил трачу, просто не поверишь. Да. Дедовщина эта дурацкая. Понимаю. У нас, считай, тоже такой есть человек. Никон Иванович его зовут. Он человек тоже служивый. Говорят, он у себя там такую дедовщину устраивал. Короче, садист самый настоящий. А я ему еще семинар должен отрабатывать. Но ведь можно же как-то все это пережить. Мы же с тобой не одни такие. Да, ты прав, пожалуй. Ой, ладно, давай лучше о чем-нибудь хорошем поговорим. Значит, говоришь, у тебя сегодня был спарринг? Да, причем против меня сегодня вышел парень, который мне особенно не нравится. Ну вот, была вот возможность навалять ему как следует. О, хвалю. Моим бы одногруппникам кто навалял. А то меня сегодня препод по финансовому крупно опозорил, а эти сволочи ржали как кони. Слушай, хочешь кое-что тебе подскажу? Мы сегодня как раз новый прием изучали. Так, ну-ка. Сейчас выку включу. Давай рассказывай. Представь вот рядом с собой противника.
представил, да? Так, ну? Теперь представь, что он пытается ударить тебя прямым ударом. Твоя задача – перехватить его руку. Вот так? Да-да-да-да-да. Теперь резко опусти ее локтем на плечо. Во, молодец, молодец. Все прям на лету схватываешь. Благодарю. Твоя школа. Если однажды подерусь с одногруппниками, применю. Шутка, конечно, но пригодится. Слышно? Чего? сидим тут? Да я не устал, я не хочу спать. Не устал, значит? 10 подъемов в воздух, шагом марш! Не хочу. А если я не подчинюсь? Тогда тебя ждет суровое наказание. Господи, помоги нам всем. Ладно, займусь дипломом. Нет, все не так. Романов, вы что, совсем что ли бестолковый? Я вам задал конкретный вопрос о положении прокурора на досудебном этапе. А вы мне, извините, какую-то чушь втираете. Но почему, Никон Иванович? Именно так написано в учебнике, который вы, между прочим, сами рекомендовали. Я учил это всю неделю. Попрошу вас прекратить нести всякий бред. Давайте еще раз. Последний раз. Надо же, сообразил. Ладно, Романов, я вас отпускаю. Но только не думайте, что я вас просто так взял и простил. Запомните, я вас в армию отправлю. Клянусь. В вооруженных силах Российской Федерации от вас будет больше пользы, чем в российском праве. Да пошел ты. Значит, в армию отправишь? Хорошо, Роман. Дайте определение земельного участка. Земельный участок – это недвижимость, которая представляет собой участок земли, имеющий характеристики, позволяющие определить его как индивидуальную вещь. Стоп. Это где такое написано? Это цитата из статьи 6 Земельного кодекса. Хорошо. Я вот сейчас открою консультант плюс. Вот, покажите мне. Вот же, тут все так и написано. Нет, вы так и не назвали мне правильного определения. Да как же это так? Вот позвольте, даже зачитаю. Земельный участок как объект права собственности и иных, предусмотренных настоящим кодексом прав на землю. Ладно, достаточно. Следующий вопрос. Как приобрести право собственности на землю? Право собственности можно приобрести, если лицо, например, проживает на нем более 15 лет. А что значит проживает на участке? Вот объясните мне. Но если он использует этот участок для своего жилья, он участвовал в его застройке, а другого места для проживания он не имеет, и... Это вы все поверхностно говорите. Вы почему никакой конкретики не даете? А какую конкретику вы еще хотите услышать? Вам мало кодекса, учебников и законодательных актов? Ну все с вами ясно, Романов. Прошу меня простить, но мне надо выйти и подумать, что с вами делать. Что ж, Романов, я решила, что кроме неуда вы больше ничего не заслуживаете. Как? Неуд? Почему? Да потому что вы ни на что не ответили. Если вы хотите быть юристом, вы должны знать все по заданной теме, быть в этом деле с головой. Я оцениваю не только знания, но и реальность. А в реальности вы ничего не знаете. Раиса Алексеевна, то есть, как же это так? Я что, не заслужил даже 4 из 10? А с чего вы взяли, что можете сам предлагать вариант оценки? Но ведь я же ответил на ваши вопросы ровно так, как вы их и поставили. Не спорьте со мной, Романов!
Я профессиональный юрист. Я участвую в заседаниях суда. Вам не оспорить моих действий. Раиса Алексеевна, пожалуйста, прислушайтесь к совести. Поставьте мне хотя бы 4, умоляю, это ведь немного. Хорошо. 20 000 рублей. Простите, что? 20 000 рублей, и мы в расчете. Но 20 000 рублей ты мне можешь дать сейчас? Нет. Вот точно так же я не могу поставить тебе 4 сейчас. Раиса Алексеевна, это вымогательство? Да что вы. Вы вообще кем себя через 5 лет видите? Юристом? Чтобы я вас в рядах юристов Российской Федерации не видела. Стыдоба, стыдоба. Вот теперь-то вам так просто не отвертеться. Вы, Дмитрий Сергеевич, зря панику разводите. Мы поговорили с вашим преподавателем и сделали вывод, что за вымогательство вы приняли обычную метафору, то бишь сравнение. Вам всего лишь пытались намекнуть на несостоятельность ваших доводов. Посему за отсутствием состава преступления в возбуждении уголовного дела решено вам отказать. Учитесь лучше и не тратьте наше время. Ух. Все. Пора отвлечься. На ринг Moscow Wrestling League выходит первый участник матча. Рост 180 сантиметров, вес 77 килограмм. Angel Crow! Давай. Знаешь что, друг? Отправляйся! И победитель этого матча Angel Crow! Yes! Ха-ха! Надеюсь, друг, ты сейчас не занят. Да. Алло, Кроу. Привет, друг. Я тебя там не отвлекаю? У меня просто свободная минутка появилась от диплома, и я решил, что неплохо было бы над мультом поработать. Может, в скайп зайдем, порисуем? Ладно, сейчас.
Ну чё, Кроу, я посмотрел тут твои последние матчи. Круто ты их там всех. Пяу! Бум! Здорово вообще. Выступил прям на 5 с плюсом, если не на 6. Да ладно, Дим, спасибо, конечно. Как у тебя там учеба-то вообще? Сдал экзамен? Ага, сейчас. Да мне кажется, душу сдать и то легче, чем Раисе Алексеевне экзамен. Вот ты представляешь, я ей все строго по кодексу назвал. И так, и эдак, а ей то не то, это не то, все и не то, в общем. Сейчас, подожди, надо свет включить. И вот еще представляешь, взятку у меня потребовала. За удовлетворительно она 20 тысяч с меня потребовала. Представляешь, это уже не первый раз, когда с меня взятку требуют. Ну да, нехило они у тебя там хапают. Вот тебе и юристы. Все равно, что преступники. Так ты же и так на платном учишься. Не в их интересах с тебя еще денег брать. Да ну, Кроу, ты что? Забыл, что ли, как я тебе об их беспределе рассказывал? Сам посуди, ты же все-таки один из моих лучших друзей. Ты мне вон как хорошо с творчеством помогаешь. Ты профессиональный художник и рестлер. Больно мне надо тебя обманывать. Ладно, извини, точно не проверил. Что делать ты будешь? Ну, буду добиваться пересдачи после практики. В суд бы на них подать, да вот только записал я это вымогательство на диктофон, отнес в ментуру, отказали. На суде они наверняка у меня еще денег отсудят. Да, Дим, ты попал. Будут они с тебя трясти все время. Припомнят они тебе, как ты спалил их контору. Да уж, ведь в этом году уже 650 тысяч насчитывается. Сколько моя семья им отдала. С кем ты разговариваешь? Да, с Димой, мы с ним ментом работаем. Ладно. Как закончишь учебу, приезжай в Москву. Ты говорил, у тебя есть где остановиться. Пересечемся заодно. Да. А потом полный вперед. Стану артистом. И забуду о них моментально. Let's dance. Стоп, снято. Ну что это было? Ну как я сыграл? Дима, так-то неплохо, но ты кое-что забыл. Ты когда руку поднимаешь, чтобы занести последний удар, делаешь это как-то вяло. А надо, чтобы чувствовался этот удар, понимаешь? Чтобы зритель верил. Покричи, что ли, на него, подпрыгни, сделай сцену живее. Хорошо, я вас понял. Дим, вот ты Кристиана Белла знаешь? Он такой же парень с улицы, без образования. А как сыграл Бэтмена? Вся суть в чем? Не надо играть супергероя. Будь супергероем. Вот оно что. Ну, хорошо, Ипполит Витальевич. Ваше слово закон. Кстати, можно вопрос? Он, правда, немного нескромный. Если надо, я легко от него откажусь. Ближе к делу, Дим.
А можно я оставлю маску себе? Первый раз такое дело просто. В фильме снимаюсь профессиональном, и сама маска мне очень нравится. Крепкая такая, удар прочная. Хочешь, забирай. У нас таких масок много. От одной не обеднеем. Правда? Спасибо большое, Ипполит Витальевич. Так, давайте потом переснимем, а сейчас все на перекур. Спасибо. И все-таки Ипполит Витальевич хороший человек. Знаменитый режиссер, а душа большая. Кому я там понадобился так не вовремя, а? Твою мать, банан! Только отвлекся от них. Значит, завтра практика? Ну что ж, посмотрим. Меню стало быть. Но, похоже, я у цели. Здравствуйте, я из Международной школы бизнеса, я на студенческую практику. Вот мой паспорт. Романов Дмитрий Сергеевич. Да. Проходи, студент. Благодарю. Вверх по лестнице? Сюда. Там зал ожидания, столовая. Пошли. Благодарю. Доброе утро, я по поводу практики, я из Международной школы бизнеса, группа ЮР-2А, моя фамилия Романов. Романов. Доброе утро, проходите. Новый практикант, да. Хорошо, жду вас в отделе кадров. Знакомьтесь, Дмитрий. Это Сажина Виолетта Ивановна, ваш начальник на практику. Доброе утро. Добрый день. Эта женщина даст вам все нужные указания. Ваша практика заканчивается в мае, и я надеюсь, что вы этот месяц проведете в согласии. Да, Дмитрий, думаю, вас можно отпускать пораньше. Парень вы молодой, но это не значит, что у вас нет личной жизни. Ну да, не могу с вами не согласиться. Ну, затем оставляю вас. Удачи. До свидания. А ты ничего так. Что? Простите? Нет, я ничего не говорила. Вообще, пойдем покажу тебе твой кабинет. Так, вот твой личный кабинет. Ключи у меня. Приходишь, забираешь у меня. Уходишь, отдаешь тоже мне. Понятно? Понял. Угу. Первая твоя работа – это архив. Берешь дела, прикрепляешь к ним новые материалы, в общем, ничего пыльного. А раз это архив, вы уверены, что ничего пыльного? То есть ты у нас острить любишь, да? Извините, я, наверное, что-то не так сказал. Брось ты это все. Давай уже на «ты». Можно и на «ты», раз на то пошло. Ну вот и славно. Тогда пойдем в архив. Виолетта Ивановна... Фу!
В общем, что у вас тут новогодняя елка делает? Не трогай, это талисман. Хороший талисман. Алло, здравствуйте, Дементий Алексеевич. Да, это Сажина, Виолетта Ивановна из Минюста. Да, Романов поступил к нам на практику, все хорошо. Да, номер своего счета я вам пришлю, конечно же. Да, до свидания, еще созвонимся, конечно. Алло, отдел кадров? Соберите мне всю информацию о новом практиканте Романовой. Всю-всю. Вплоть до странички в соцсетях. Ага, жду. До свидания. Ага. Романов Дмитрий Сергеевич. Учится в МШБ, имеет проблемы с успеваемостью. В общем, дурачок. Учится на контрактной основе. Сколько? А он явно не бедствует. Не женат, детей нет, занимается бодибилдингом. Ну, понятно, мозги в мышцы ушли. Интересно, откуда тогда у него такие деньжища? Ага, творческая личность? Может, тогда и не совсем дурак. Ага, в кино, значит, снимается. Вот в чем дело. Симпатичный, недалекий парнишка, но с карьерой. Повезло, повезло. Пора тряхнуть стариной и получить двойной приз. Yeah, the freezing cold weather has finally changed into a nice warm spring. I don't remember such a contrast since the Soviet times, folks. As if this cruel old hag has turned into a nice young woman. I see you have a thing for poetry, Johnny. Let's just hope this nice young woman won't change back when something appears on her way. Something that was never supposed to be. Доброе утро. Доброе. Вот, держи ключи. Слушай, а ты сегодня после практики ничем не занят? Да, кстати, я как раз хотел с тобой на эту тему поговорить. Завтра мне в 3 часа надо уже быть свободным. Но у нас практика до 4. Я сразу тебя предупреждаю, дело очень серьезное и продолжительное. Да, я поняла, что ты имеешь в виду. Подожди, я не договорил. Да знаю я все. Потом обсудим. А сейчас иди работай. Ну что, скоро 3 часа дня, ты не забыл? Да, нет, вот я весь план уже выполнил. Не возьмешь меня с собой на съемки, пожалуйста? Ну, я еще утром на самом деле обо всем догадался. Только ты мне скажи, откуда тебе это все стало известно? Ну, скажем так, я тебя видела кое-где и кое с кем. Ну, так что ты возьмешь меня? Пожалуйста. Прости, Виолет, никак. Сама понимаешь, договор о неразглашении и все такое. Ну, ты же юрист, ты должна понимать. Ну ты уж придумай что-нибудь. Да, мы могли бы и потом куда-нибудь сходить. Не, Виолет, сегодня точно никак. Мы сегодня допоздна. Ну, если ты, конечно, хочешь к нам, я замолвлю за тебя словечко и... Ладно, не дотрогай ты наш. Потом еще поговорим. Удачи на съемках. Так, ее здесь нет, кабинет не заперт. А что, у меня его, что ли? Ой, Дим, привет. Извини, что задержалась, в канцелярии устала. Работала с тяжеленными документами, еще и лифт не работает. Еле дотащила. А что ж ты мне не позвонила? Дай-ка помогу. Ну что, кабинет? Да, пойдем в кабинет. Ну что, куда положить? Поставь ее здесь, дальше я сама разберусь. Спасибо, конечно, тебе за помощь. Возвращайся к работе. Не за что. Обращайся.
Фу. Ну вот, у меня все готово. Прекрасно. Не хочешь присесть? Я ведь обещала, что мы еще поговорим. Как вчера прошли съемки? Да так-то все хорошо, только я спину ушиб. Мы вчера трюк ставили, но опыт ценный и в гонорар пойдет. Все еще ходишь к нам? Стоп, так вам еще не заплатили? А ты не боишься, что тебя могут обмануть? Да брось ты, Виолет. Это же Ипполит Витальевич Елизаров. Это один из немногих русских режиссеров с мировым именем. Ему не надо нас обманывать. Вот, а фильм у нас по американским комиксам, представляешь? И у меня там главная роль. Я там играю супергероя в маске, защищаю невинных и все такое. Я всю жизнь об этом мечтал. Хорошо, убедил. Да я вижу, ты вообще человек творческий. Почему ты решил идти на юрфак? Ну хорошо. Я был младше, я не следил за собою. Все мне говорили, что творчество может быть только хобби, и надо было уже выбирать профессию, и я пошел на юрфак. С чем-то я справился, но один раз прокололся, и появились люди, которые мне почти постоянно, без должных на то оснований, перекрывали кислород. Встречались, конечно, и хорошие люди, но гораздо реже. А меня всю жизнь на творчество тянуло, понимаешь? Я хочу творить. И даже не для себя, а для людей. Но я слишком поздно это осознал. Вроде бы все. Я больше не знаю, что тебе рассказать. Не дай бог, я сейчас сам сценарий к фильму напишу. Забавно. Ну так что решим? По поводу чего? Как чего? По поводу свидания вообще-то. Ты разве не этого добивался, когда сегодня мне утром помогал сумку нести? Прости, но это было не ради свидания. Я тебе чисто по-человечески помог. Мне ничего взамен не нужно. Понимаешь, если я вижу, что человеку нужна помощь, и я в состоянии ему помочь, то я считаю, что мой долг это сделать. Но так, если приглашаешь, то... Дим, ну давай не строй из себя святого. Тебе это не идет совершенно. Виолет, ты меня уже пугаешь. Я, пожалуй, пойду. Всего хорошего! Ты либо прикалываешься надо мной, либо плакали мои миллионы. Да-да-да, вот так и получается, Дементий Алексеевич. Представляете, этот парень возомнил, что он какой-то супермен. Да я помню, насколько мы договаривались. Но вы думаете, мне здесь нормально работать за эти гроши? Да еще и Романова вашего терпеть. Ну доплатите еще 1020, пожалуйста. Ладно, Дементий Алексеевич, хорошо. Спасибо, что вы меня понимаете хотя бы. Сделаем, как договаривались. Доброе утро. Для тебя недоброе. Я тебя перевожу на другую должность. Она намного сложнее, но это для твоего же блага. Угу. Это часть практики такая? Нет, просто я вообще не вижу за тобой никакого прогресса. Я не понимаю, ты вообще учишься чему-то на работе? Виолет, что на тебя нашло? Что я тебе сделал? Если это вчерашнее, я как раз хотел извиниться и Ничего, в том-то и проблема. Мы все проходили практику. Ты думаешь, я ее не проходила? Виолет, ты зачем на меня кричишь? Потому что могу. Давай не порти мне настроение и вообще вали в свой кабинет уже. Вот тебе ключи, инструктаж будет позже. Дела подшивать? Ты серьезно? Да, я абсолютно серьезно. Ты будешь их подшивать по дате, типу и коду. Приступай. Если хоть в чем-то ошибешься, то будешь начинать все сначала. Ты работаешь очень-очень медленно. Меня это раздражает. Если ты продолжишь так работать, то я просто-напросто снижу тебе оценку за практику. Ты меня, конечно, прости, Виолет, но то, что ты мне доверила, за 5 минут не сделаешь. Окей, я сразу разобрался в типах и датах, здесь ничего сложного. Но в этих ваших кодах черт ногу сломит, честное слово. Что ж, видимо, тебе придется сидеть до закрытия, то бишь до 6 вечера. Стоп, машина! Мы же договаривались на 6-часовой рабочий день. Я просто практикант, я не Да официальный. мне плевать вообще.
Ой, Виолет, пожалуйста, не кричи на меня, у меня и так нервы не железные. Так, я тебе что сказала? Виолет, я не понимаю, ты хочешь поругаться, что ли? Не сочти за грубость, но ты меня вынуждаешь. Я не могу здесь остаться сверхурочно. Завтра у меня съемки. Если ты имеешь что-то против, я это буду расценивать как воспрепятствование моей работе. Хорошо, тогда я буду иметь полное право снизить себе оценку за практику. Идет? Да пожалуйста, ниже отлично, только хорошо. Ниже хорошо, удовлетворительно. Ну все, ты доигрался. Я сделаю так, что ты в своей жизни больше никогда не будешь этим творчеством заниматься. Вот откуда они все берутся, а? Сначала, преподаватель, а теперь Саша на это тоже мне. Надо что-то предпринять, мне ведь нельзя. Алло, Ипполит Витальевич, день добрый. У меня тут проблема такая нарисовалась. Меня начальница с практики завтра не отпускает на съемки. Да я не знаю, почему не отпускает. Зуб на меня стал точить, ни с того ни с сего. Я, конечно, и рад бы, но я не знаю, какие конфеты она любит. А сейчас уже спросить-то и не получится. Но, впрочем, вы правы, да. Куплю я ей завтра коробку конфет. Все, спасибо большое, Ипполит Витальевич. Да. Да, я завтра вам отзвонюсь. Спасибо еще раз. До свидания. It's getting warmer out there, Corey. Still afraid of the old hag? No. But what if it's the other one waiting behind the corner? Yeah, and she'd better bring the whole gang with her. Well, you never know who's gonna be the big boss, dude. Oh man, you have always had a knack for lightening the mood. Thanks. And I always say, don't look at me as an actor, look at me as a person. Like anybody else. Доброе утро, Виолет. В общем, я тут подумал, может быть, я действительно что-то сделал не так. Но давай будем честны, и ты не без греха. Может быть, у нас что-то и получилось бы, но теперь уже вряд ли. Однако нам тут с тобой еще до мая вместе работать, поэтому я хочу, чтобы мы с тобой разошлись по-хорошему. Я тебе кое-что принес. О, смотри, какое дело. Ну что, миримся? Серьезно? Ты только сейчас обо всем подумал? Я такое не ем. Убери это отсюда немедленно, или сядешь по закону о коррупции. Да ты что, Виолет, какая коррупция? Я же от чистого сердца. Ничего, охрану позвать? Какой же ты все-таки замечательный человек, Виолет. Давай сюда ключи. Алло, Ипполит Витальевич, не вышло у меня ничего. Да, полагаюсь теперь только на вас. Спасибо большое, Ипполит Витальевич. По жизни обязан буду.